И вот снова наступила пора голосовать за новых мобов в Майнкрафте. С 14 по 15 октября нам дадут проголосовать за 3 новых мобов. Снифер, Нюхач, Раскол Негодник и Туфовый Голем. О всех этих мобах и о других новостях по поводу Майнкрафта я писал в своем телеграм-канале, где я пощу новости с Майнкрафт, Твиттера и не только. Поэтому, если вам интересно знакомиться с новостями Майнкрафта, ссылку на телеграм-канал вы можете найти у меня в описании. В прошлом подобном голосовании между Глэйром, Эллеем и Медным Големом победил Эллей. Не сказать, чтобы я против этого или мне от этого грустно, просто сейчас им практически никто не пользуется, потому что его фиг где найдешь. Хотя как его скандировали на голосовании, он может заменить собой воронку! Хотя он может таскать всего один предмет, да и то железо найти проще, чем его. Он может сажать деревья! Хотя он не может ставить блоки. И все это было показано в самом трейлере. Да, но да не суть. Именно поэтому я буду делать более детальный разбор каждого моба и выскажу свое более точное мнение, за кого именно стоит голосовать. Но вы можете не опираться на мое мнение, поэтому все равно. Первый из нашей тройки хит-парада это Снифер, или в простонародье Нюхач. Это очень древний моб, с виду напоминающий что-то среднее между бегемотом, утконосом и тортерой. Да, я люблю сравнивать мобов в Майнкрафте с покемонами. Натурально он не спавнится. Единственное условие для его спавна это яйцо Нюхача. Находится оно только в сундуках затонувших кораблей сокровищниц. Не путать с кладом. Сам функционал этого моба — добыча семян новых цветов. Новых цветов! Вы, блин, вообще новые цветы с версии 1.14 видели? Цветы эти, однако, тоже необычные, а древние. Это... Вау. Это просто вау. Я поаплодирую. Без шуток и сарказма. Этот мог бы прекрасно вписаться в обновление археологии. Но об этом мы поговорим чуть позже. Следующий моб. Раскол. Или же Негодник, или же Озорник. Кому какая разница? С виду он похож на какого-то маленького гнома, покрытый чем-то мшистым, впрочем, как и Нюхач. А на его спине виднеется рюкзак. Обитает данное существо исключительно в заброшенных шахтах чуть ниже нулевой координаты Y, то бишь высоты. Его же функционал играть в прятки. It lives underground and loves playing hide and seek. Нет, серьезно, я сейчас шутить не буду. Моб, который играет в прятки. В пещере. Просто задумайтесь. Однако после того, как вы найдете его 3 раза, он выдаст вам небольшое вознаграждение. И да, в трейлере было показано, что он принес этим чубзелетиком зачарованные кирку, но вы вправду думаете, что он будет приносить только зачарованные предметы или, прости господи, алмазы? Я думаю, нет, это все будет на рандоме. То есть какие-то вещи он будет давать хорошие, а какие-то полное дерьмо. Третьим мобом у нас является Туфовый Голем. У нас уже был опыт с Медным Големом в прошлом году, посмотрим, как у нас будут дела с этим мобом. Это жителеподобный голем с черными глазами и голубыми зрачками. И, что неудивительно, сделан из туфа. А если дать ему блок шерсти, то он наденет на себя, даже не знаю, как это написать, шотландскую юбку, которую он использует так же, как подставку. Его функционал носить вещи. И замирать, притворяясь статуей. Да, ребята, вот он, тот самый моб, который будет таскать вещи. Вы же все его хотите. Автофермы, воронки, арморстенды. Абсолютно всеми буду пользоваться. В прошлом году Элэй же вам тоже охуенно зашел. Так давайте проголосуем за него же, только каменного. Ладно, мы немного отвлеклись. Перед тем, как начать сравнивать, я хотел бы сказать одну вещь. Голосования за мобов всегда проходили в твиттере разработчиков Майнкрафт. Однако в целях повышения честности голосования разработчики придумали очень интересную вещь. Теперь у нас есть 3 способа голосования за мобов в Майнкрафте. Первое через специальный сервер в Minecraft Preview. Кто не знает, это специальная версия Minecraft Bedrock Edition, в которой добавляются фишки для предстоящих обновлений. Да, это что-то типа снапшотов в Minecraft Bedrock Edition версии, которые обладают уже именно сами игроки Minecraft Bedrock Edition. Второй способ через сам лаунчер. Возможно, там будет какая-то иконка, фиг знает. Ну и третий способ на самом сайте minecraft.net через аккаунт Microsoft с купленным Майнкрафтом. Что ж, этот шаг довольно похвальный, возможно, так на голосовании будет меньше спамеров. И больше взломщиков серверов. Ну а теперь перейдем к сравнению. Полезность.
Кроме как озеленять поверхность планеты новыми древними растениями и колонизировать новую расу, у меня нет идей, что может делать Нюхач. Негодник может выдавать разные шахтерские вещи, но они скорее всего будут рандомными, что впрочем и нормально для Майнкрафта. А голем будет стоять с предметом в руке, будто рамка. Однако у меня есть такое предположение, что если следующее обновление будет связано с археологией, то Нюхач был бы очень полезным мобом в нахождении обломков в вас. А это очень важное понимание в предыстории Майнкрафта. Не знаю, так ли это или нет, но мне нравится эта теория. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Ну а пока что 1 балл достается негоднику. Местонахождение. Ну, тут все просто. Нюхач легко и просто находится в океанах, Раскол находится в заброшенных шахтах чуть ниже нулевой высоты, а голем создается самостоятельно. Я основываюсь на своем игровом опыте, и по моему игровому опыту Нюхач находится легче всего. В смысле, часто ли вы встречали аметистовые желуды, где чаще всего туфы находятся? Я вот нет. И ведь действительно, большинство из них спавнится глубоко в камнях, и лишь в редких случаях их можно найти в открытую. Еще один вариант добычи туфа — это горы. Ну а что если гор рядом нету? Апдейт, я тупой и древний и не изучил информацию досконально. Туфу давно уже не спавнится в аметистовых желудах, вместо него там спавнится базальт, а в горах он вообще не обитает. Единственное место, где можно добыть туф, это глубоко под землей. Но вот только вопрос, нахрена вам лезть глубоко под землю, чтобы сделать одного несчастного голема? А негодник тупо некомпетентен. Обычно ниже нулевой высоты идут именно что своими нужными вещами. И никакие зачарки, особенно на железной кирке, когда ты спустился за алмазами, сделать зачарку уже из него не нужны. Так что 1 достойный балл Нюхачу. Эффективность и производительность. Абсолютно всех мобов можно нормально портировать как на Java, так и на Bedrock, так что пропускаем пункт производительности. Нюхач будет постоянно добывать семена древних растений, что очень интересно в наблюдении, но интерес к нему пропадет сразу же, когда начнутся массовые повторы растений. Негодник, даже если и будет вам полезен, то только 1 раз в начале, дальше он будет для вас только обузой. Ну а про туфового голема я вообще молчу. Дали ему предметы и оставили его одного стоять, и навряд ли вы о нем когда-то вспомните. Сволочи. Поэтому в этом раунде плюс балл достается Нюхачу. Нюхачу, господи, я произнес это как название какого-то покемона. Нюхачу, я выбираю тебя! Просто представьте, как его имя звучало бы в каком-нибудь аниме по покемонам. Жесть. Стабильность. Здесь плюс балл достается голему, так как ему нужны минимальные затраты, и его действия никак негативно не влияют ни на обычное Майнкрафт прохождение, ни на сторонние сервера. Итоги. Напоследок хотелось бы сказать, что изначально я ожидал голосования споров таких же масштабов, как в прошлом году. Но, как оказалось, голосование однотипное, мобы довольно бесполезные, а лично для меня ответ, за кого голосовать, был очевиден. И все же в этом соревновании победил Нюхач, и в голосовании за нового моба я буду голосовать именно за него. Если же вы проголосуете за кого-то другого или солидарны с моим мнением, пишите об этом в комментариях и объясните почему. Ну а на этом у меня, как всегда, все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, заходите на наш Discord сервер. А с вами был Прочер, еще услышимся.